Всем привет! Сегодня я хочу затронуть очень сложную для многих людей проблему – отеки в области глаз. Она кажется такой непреодолимой, что мы даже не пытаемся с ней бороться. Ведь отеки обычно связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы. А если еще и врач припечатал вас фразой «у вас же возраст» или «это все из-за гормонов» или «у вас же почки», то руки совсем опускаются. Но на самом деле дело не только в возрасте, гормонах или почках. Есть причины отеков, по сравнению с которыми гормональные нарушения просто отдыхают в сторонке. А мы эти банальные вещи не замечаем, пеняем на генетику, возраст. Но проблема-то вот она, перед носом. И я хочу с научной точки зрения рассказать вам о происхождении отеков, что на самом деле нет никакой обреченности, а есть нарушения в организме, которые мы создаем сами себе и которые будут проявляться как первопричина развития отеков. Давайте разбираться. Итак, излюбленным местом отеков являются наши глаза. Они не только притягивают к себе восхищенные взгляды, но еще и лишнюю воду. Почему же область глаз так подвержена скоплению жидкости? Я напомню вам про одну анатомическую особенность этой области. Практически полное отсутствие подкожно-жировой клетчатки. Она бы могла впитать, как салфетка, или скрыть, как подушка, излишки жидкости. Но клетчатки нет, и поэтому отеки глаз так заметны. Первая причина отеков глаз – это сутулость. Да, банально, но это так. Смотрите, что происходит. Кровь движется от головы сверху вниз, от макушки, как бы по зонтику через сеточку сосудов, сливается в еремную вену. Если у сосудов нормальный диаметр, пути открыты, препятствий для движения крови нет, то все отлично, никаких отеков. Но если есть сутулость, текстовая шея, то они приводят к гипертонусу шейных мышц, и они сдавливают кровеносные сосуды шеи. Еремная вена пережата, жидкость не оттекает, да просто некуда. Ей приходится двигаться обходными путями, и вот так она попадает в межклеточное пространство лица. Есть такая закономерность, жидкость направляется туда, где низкое давление, как речка. Куда нашла путь, туда и течет, если ее русло в каком-то месте засорилось. В нашем организме такими обходными путями является область апоневроза головы, глазниц, лба. Там и скапливается жидкость. Она имеет не только объем, но и вес, и давит на нервные окончания. Отекает все лицо, но заметно, как всегда, в области глаз. Прибавим к этому невозможность оттока лимфы из-за хронического воспаления лимфоузлов, заболеваний лор-органов, мышечного гипертонуса, и мы получаем вполне очевидную картину – общую одутловатость и отеки глаз. Видите, все до смешного просто. Но расскажет ли вам об этом косметолог? Вторая причина – это структурные изменения апоневроза головы. Мы этого не замечаем, но с возрастом сухожильный шлем волосистой части головы превращается в буквальном смысле в стальную каску и срастается с нижележащими тканями. А дальше все уже понятно. Приклеилось сухожилие к черепу, и жидкость не может двигаться. Негде ей перемещаться, и она вынуждена просачиваться в мягкие ткани. И что мы видим? Отеки век. Поэтому мы всегда в ревитонике делаем тесты на подвижность ткани апоневроза головы. Это ключевой момент для жизни без отеков. Потеря подвижности сопровождается сдавлением поверхностных венозных сосудов. Нарушается венозный отток, возникает отек в области лба и глаз. Кто замечал ощущение тяжести в области лба, боль за глазами или в переносице? Наверняка есть еще и нависание век, опущение бровей. Теперь вы знаете почему. И, конечно же, отечная жидкость как бы пропитывает жировые пакеты под глазницей, усиливая выраженность суфов, мешков под глазами. Третья причина – мышечные ловушки. Давайте снова вернемся к метафоре реки. Вот представьте, что ее перегородили бревном. Движения воды нет, а есть заводи, большие объемы застоявшейся воды. И вот таким бревном поперек реки являются мышечные ловушки, которые
окружают наш глаз. Они создают препятствия для оттока жидкости в ниже лежащей ткани. И эта жидкость собирается мешком под глазом и подчеркивает носослезную борозду. К сожалению, мышцы вокруг глаз, их много, и все они немного шалят. Есть еще более отдаленные причины, которые приводят к отекам глаз, например, черепно-мозговые травмы, компрессия черепа, о которых вам может, кстати, рассказать ваш остеопат. Как видите, я ни слова не сказала о болезнях почек или о чем-то таком. Да, такая проблема есть, но отеки в области лба, глаз – проблема комплексная. И чтобы избавиться от них, нужно восстановить статику шеи, убрать напряжение шейных мышц, вернуть пластичность, подвижность апоневроза головы, наладить венозно-лимфатический отток, в конце концов нормализовать тонус мимических мышц. Это как раз то, что вам вполне по силам, причем сделать это самостоятельно. Ну и, конечно, отеки – это сигнал неполадок в организме. У вас есть повод всегда посетить врача и уделить внимание системным заболеваниям. Но помните, если у вас есть какие-то хронические неполадки в организме, которые сопровождаются отеками, не расстраивайтесь, не приговор это. Даже с такими диагнозами вы тоже можете помочь себе и уменьшать выраженность отеков. Если как следует будете работать с причинами, о которых я рассказала. Это сутулость, неподвижность апоневроза головы, мышечные зажимы, ловушки вокруг глаз. Здорово, правда? Мы можем управлять отеками глаз. Надеюсь, что мой рассказ дал вам пищу для размышлений. И ваш подход теперь будет более осмысленным, а значит эффективным. А теперь за дело, выполняем массаж головы и прямо сейчас безотлагательно начинаем уменьшать отеки в области глаз. Я искренне желаю ясности и сияния вашим глазам. Как всегда, жду ваши вопросы в комментариях. До новых встреч! Выполняйте растирающие движения по всей поверхности волосистой части головы. Направление можете выбирать сами. Ваши действия короткие и ритмичные. Начните нежно, расслабленно, а затем постепенно усиливайте нагрузку. Позвольте вашим пальцам погружаться вглубь тканей. Постарайтесь прочувствовать максимальное соприкосновение пальцев с костной опорой. Направляйте подбородок немного вниз, чтобы расслабить шею. Дыхание спокойное. Уделите особое внимание височной области. Задерживайтесь подольше на участках, которые отзываются болью или дискомфортом. Не переусердствуйте. Движения аккуратные, а сила пальцев умеренная. Ощутите, как ткани головы становятся более мягкими и теплыми. В ходе массажа могут попадаться участки залипания или сращения кожи. С ними придется поработать более усердно. Растирайте их пальцами, увеличивая диапазон движения тканей. Дышите спокойно. Расслабьте лицо и шею. Отдельно поработаем с основанием головы в области ее перехода в шею. Сначала массируем медленно, мягко, разогревая ткани, и затем начинаем постепенно усиливать нажим и интенсивность растирания. Не работайте поверхностно. Здесь нам очень важно размягчить уплотнения, бугры, комочки, восстановить пластичность. С болевыми участками работайте аккуратнее и мягче. Если вы все делаете правильно, то почувствуете тепло и приятное освобождение в области затылка. В завершении этого приема сделайте легкий массаж головы, который снимет напряжение. Выполняйте его спереди назад, чувствуйте удовольствие и расслабление. Добавьте в эти движения всю любовь к себе. Ваш организм отзовется благодарностью, наградив вас красотой и молодостью. Массаж окончен.